Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня давайте посмотрим новый расклад Таро. Он, наверное, будет касаться тех мужчин, которые все еще не могут забыть свою бывшую женщину, которых вот эти страдания еще не прошли, которые, знаете, хотят новую женщину, но все-таки они еще живут прошлым. Давайте-ка посмотрим, будет ли конец вашим страданиям, вот этим вот душевным мукам. Давайте-ка посмотрим. Настройтесь на расклад, как всегда. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, какая сейчас у вас проигрывается ситуация. Вот знаете, да, вы еще не закончили вот эти свои страдания, тоскования, у вас еще ностальгия есть. Новой женщины на данный момент возле вас я не вижу. Вот вы живете холостяком таким на данный момент. Но вот знаете, вы ждете, что в вашу дверь постучит все-таки счастье, постучит новая женщина. Вы сейчас живете больше работой. Работа, вот это какая-то ностальгия за бывшей, ну и будущие надежды, да, вот ваши надежды на вашу новую жизнь, на то, что счастье постучит в вашу дверь. Так, что еще у вас происходит? Знаете, за вами, кстати, есть человек, который за вами наблюдает. Давайте-ка уточним, кто это. За вами наблюдает женщина. Женщина, которая причинила вам большую боль. А теперь эта женщина страдает за вами. Вот она сама начудила, натворила, но некоторым образом, может быть, кто-то там в соцсетях наблюдает, кто-то из-за угла наблюдает, кто-то, может быть, выспрашивает через друзей, знакомых, родственников о вашей жизни. То есть такой момент, да? Так, что же будет дальше в вашей личной жизни? Сейчас, конечно, вам очень плохо. Очень плохо, это мягко сказано. Но вас ждет, знаете, вот этап совершенно новый, неожиданный. Неожиданные кардинальные перемены. Причем, знаете, у кого-то может проиграться даже появление новой женщины вот издалека. Может быть, это женщина, которая, знаете, сейчас, может быть, вы там по интернету общаетесь, там переписка, перезвоны какие-то, да, возможно, вы даже лично не видели эту женщину, но как-то, вот знаете, она вас очень зацепила, она очень заинтересовала вас, эта женщина. Знаете, вот потому что, в общем-то, вот когда люди общаются по интернету даже, либо же по телефону, вот особенно по телефону, можно ведь влюбиться в голос, можно влюбиться в какую-то, вы знаете, неуловимую манеру общения, что ли. То есть люди способны влюбляться в образ, да, вот вы еще женщину не видели, не слышали, может быть, в переносном смысле не слышали. А все равно как-то уже ёкает, да, вот чем-то она вас завлекла, чем-то привлекла, заинтересовала, да. Потому что, скорее всего, у вас проиграется, знаете, вот даже поездка к этой женщине. Это будет туда чуть позже, это не сейчас. Пока вот вы общаться будете, либо же в соцсетях, да, созваниваться, вот как-то так вот, переписка, перезвоны. Потому что по некоторым причинам, да, вот у каждого это будет своя причина проигрываться. Ну, что-то есть такое в вашей жизни, из-за чего вы не можете поехать к этой женщине, хотя она очень вам понравилась, да. Может быть, вы там видели ее фотографию, да, если это в соцсетях, допустим, либо же там, я говорю, в голос, еще как-то во что-то вы, да, вот в разговоре можно, вот, да, вот когда общаешься даже просто с человеком, на обычные житейские темы, да, мы ведь все равно улавливаем, чем человек дышит, да, вот какие ценности, что для него в приоритете для этого человека. То есть вы, общаясь с этой женщиной, вы уловили, да, вернее, в будущем, вы уловите, как бы, да, вот это вот что-то такое, то, что вас, знаете, вот завлечет, и завлечет очень сильно.
это будет чуть попозже, знаете, хотя у некоторых может проигрываться, возможно, вы уже эту женщину знаете, да, вот, может быть, вы с кем-то общаетесь, там, по телефону переписываетесь и так далее. Это будет довольно приятная поездка, скорее всего, знаете, вы приедете к женщине с каким-то либо же сюрпризом, может быть, я не знаю, там, цветы, конфеты, ну, что-то такое, да. То есть, ну, скорее всего, вы сделаете женщине такой довольно приятный сюрприз, да, вот своим приездом. Но, повторюсь, это будет чуть попозже, потому что вот есть что-то такое, да, ну, какие-то вот неприятные моменты, да, что-то, может быть, по работе кого-то там сдерживает, задерживает что-то. Ну, как-то так вот. Что еще нам расскажут? Да, вот сюрприз. Сюрприз вас ждет. Причем эта женщина, я вам скажу, она судьбоносная. Посмотрите, даже карта свадьбы выпала. Эта женщина, вот казалось бы, да, вот, ну, по интернету там познакомились, там еще как-то, да, в переписке. Но женщина это судьбоносная будет. Женщина, которая будет для серьезных отношений. Может быть, кто-то даже свадьбу сыграет, да. Хоть сейчас это не очень-то и модно, да, большинство живут гражданскими браками, но все же. Так, давайте-ка еще посмотрим. Кто же закончит ваши страдания? Да, посмотрите, абсолютно. У вас падает новый этап, новая любовь. Хотя сейчас вам тяжело, да, вам сейчас нужно пережить вот этот этап. Да, посмотрите четко, вот, да, вот компьютер, интернет. Это какое-то общение вот с женщиной, которую вы, скорее всего, не видели. Ну, вживую я имею в виду, да, по видео там связи можно видеть, да, либо же по телефону там переписка. Но это именно женщина, которая вот вам предназначена по судьбе, да. Вот казалось бы, интернет это далеко, да, вот неизвестно кто, неизвестно что, да, но люди способны влюбляться в образ. Вот вы даже в переписке, допустим, общаетесь с женщиной, либо же по телефону разговариваете, да, вы вот представляете все равно эту женщину, да, может быть, вы фотографию видели, но вы все равно складываете какой-то цельный образ, да, вот какая-то женщина, да, красивая, не очень, там, фигуристая, добрая, нет, ну, как-то вот складывается определенный образ, да, и можно влюбиться в этот образ. Может быть, кто-то в это не верит, но это 100% есть. Это вам скажет любой психолог, что можно влюбиться именно в образ. И очень часто люди совершают вот такие поступки, да, вот влюбляются в образ, готовы мчать на край земли, потому что, ну, им кажется, что они безумно просто влюбились в женщину, да, и жить без нее не могут. То есть такие моменты есть. Пусть это вас не смущает, да, вот кажется, что ты с человеком лично не общался, но вот тебя тянет. Вот какая-то, ну просто, я не знаю, магическая, неведомая сила просто тебя тянет к человеку, да. Так, что еще? Да, вот есть какие-то помехи, вот есть преграды к тому, чтобы приехать. Вот видите, ситуация подвисает. Что-то мешает вашей встрече пока. Ну, посмотрите, ну повторно падает женщина сейчас на расстоянии. Женщина, с которой предназначен брак, семья. У кого-то, может быть, даже дети будут. Ну, то есть карта потрясающая, карта солнца. Посмотрите, шикарная. То есть от холостячества вы отказываетесь. Вот с появлением этой женщины совершенно вы отказываетесь от той жизни, которая сейчас была. Понимаете, вот это вот такая вот черная, непонятная ваша жизнь, ваша, ну не то что жизнь ваша, полоса жизненная ваша, да, вот она заканчивается именно с появлением вот этой вот женщины. Вот как-то она так ворвалась в вашу жизнь, но очень неожиданно. Посмотрите, второй раз выпадает карта, да, когда вот вы едете к этой женщине, и то ли с подарком, вот, да, вот с каким-то вот сюрпризом. Причем, вот знаете, может быть, вы даже интуитивно вот почувствуете как-то, вот даже на расстоянии, что вам очень хорошо с этой женщиной, да, что она вас манит, она как-то вот влечет вас, да, вы вот как слепой котенок, вроде бы человек на расстоянии, но вас тянет, вот, ну, флюиды какие-то, да, вот тянут вас.
Может быть, даже кого-то испугает немного такая ситуация, потому что, ну как, да, ну как, я не встречался с женщиной вживую, да, но почему-то меня тянет. Ну, поверьте, такое бывает. И довольно часто, когда вот мы, будучи на расстоянии, да, вот в других городах, может быть, в других странах, люди просто общаются, да, представляют образ, и все, и ты пропал, да, вот как будто, я не знаю, все в розовых очках, все в тумане, ты все, у тебя есть определенная женщина, хоть она далеко, да, ты с нетерпением ждешь каждой смс-ки, там от нее каждого звонка, вот этих всех созвонов, перезвонов и так далее. Поэтому, дорогие мужчины, не пугайтесь, если у вас такая ситуация, может быть, у кого-то появилась, у кого-то в ближайшее время появится, когда вот ваша вот эта вот черная полоса начнет сходить на нет, да, потому что это общий расклад, и у всех ситуации разные, да, мы не можем всех под одну гребенку, ну просто не может априори быть у всех одинаковой ситуации. Поэтому ждите ваше счастье. Если у кого-то что-то не получается, да, встретиться с вашей женщиной, которая, может быть, вам понравилась, да, но вы пока не можете приехать, ну, наверное, нужно все-таки не терять такую женщину. Вот если вы чувствуете, даже на расстоянии, да, что это ваш человек, вам приятно общаться, вам комфортно, да, вот, потому что, ну, мы даже разговаривать ведь можем вот по душам, да, далеко не с каждым человеком. Ну, согласитесь, да, вот напишите мне в комментариях, можете вы, с любой женщиной вы можете так легко и просто общаться, допустим, там по телефону, да, либо же переписываться. Ведь можно даже в переписке поссориться и испортить отношения, да, что-то не то написать, либо что-то не то сказать. Ну, в общем, как-то так. Поэтому, если вам судьба посылает вот такую женщину, да, то старайтесь как-то не упустить ее. И все-таки, я считаю, в таких моментах, тем более, все зависит, ну, не все, но многое зависит от мужчины, потому что мужчина по своей природе, в общем-то, охотник, да. Мужчина должен как-то добиваться женщину. Я вообще уважаю мужчин, которые добиваются вот женщину, которая понравилась. Потому что, в общем-то, бывают разные ситуации в жизни, да, может быть, если действительно что-то мешает встретиться, это будет даже, знаете, вот своего рода проверка. Проверка может быть на чувства. Вот именно проверка расстоянием, да, вот дождется ли вас женщина, вот встречи, да, с вами, будет ли она с вами общаться, либо же она переключится на какие-то реальные отношения. Ну, то есть вот такие какие-то моменты, да, они очень важны, они очень нужны, и вы наблюдайте, сделайте какие-то свои выводы, потому что, ну, наступать на те же грабли, ну, зачем это, да? Поэтому, если у кого-то есть такая девушка, либо же женщина, да, которая вам понравилась, чем-то запала в душу, старайтесь ее не упустить, потому что людей, с которыми нам реально хорошо и комфортно, мы встречаем, к сожалению, очень редко. Как правило, у людей есть какие-то, ну, я не знаю, не то чтобы недостатки, но далеко не все нам нравится, да, мы не со всеми можем так легко и просто общаться, мы не совпадаем в каких-то ценностях, не совпадаем в интересах, в приоритетах наших, да, поэтому всегда обращайте внимание, если вам попадается женщина, с которой вы вот как две половинки совпадаете, да, вот вы даже в разговоре это очень легко проявить, да. Допустим, в обычном разговоре просто о жизни вы можете понять, что для женщины важно, какие ценности, чем она дорожит, чем она дышит, да. Можно даже какие-то наводящие вопросы, специально какие-то ситуации вот спрашивать, да, вот как бы ты поступила в такой-то ситуации. И вы смотрите, как женщина отвечает вам, да, и делаете уже определенные выводы, чем она дышит и на что она нацелена. В общем-то, очень легко и просто проверить друг друга даже по телефону, поверьте. Было бы желание. Вот такой был расклад. Не упустите свою женщину. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!